Всем привет! Сегодня я расскажу об истории об одном тычке. Что это значит? Для художника написание картины – это не просто какой-то механический процесс, взять в руки кисти, краски, начать рисовать, а это еще и какой-то, не знаю, наверное, магический, какой-то процесс погружения в себя и там где-то в себе поискать что-то такое интересное и так далее. Вот. Я сегодня взял вчерашнюю картину, которую я не дорисовал, и мне нужно сделать на ней всего-навсего один тычок, поставить один маленький фрагмент. Объясняю, рассказываю, что это именно. Вот эта картина. Композиционно какое-то пространство, то ли море, то ли какая-то суша, затем какое-то небо розовое, может быть, с тучами. И если не будет одного какого-то маленького фрагмента, какого-то маленького, не знаю, якоря, за который можно будет зацепиться, то это пространство теряется. Оно непонятно, оно не видно. Я сейчас поближе покажу. Вот это пространство. И мне сегодня нужно сделать на нем один маленький тычок. Одну маленькую капельку поставить, чтобы внимание зрителя привлеклось именно к нему, и соответственно от него выстроилось бы все изображение. Поставить капельку на холсте, это тем более, когда краска еще не высохла, она еще буквально вся, не знаю, пастообразная, ее можно сейчас всю стереть, можно там что-то добавить, что-то нет. Можно было, конечно, подождать, пока оно все высохнет, тогда можно сверху что-то ставить и потом стереть, если тебе не понравится, и переставить. Но для, скажем так, нужной фактуры нужно поставить этот тычок именно в мокрую краску. Тогда он гармонично там впишется, и его края будут там, где надо. Вот для того, чтобы это сделать, я сегодня уже попил кофе, я уже вытер пыль в мастерской, я уже собирался, я уже стоял, смотрел на эту картину. Для того, чтобы определить, в каком месте, какой величины, какого цвета, какой формы должен быть этот тычок. И вот сегодня мы с вами этим займемся. Я сейчас попробую это сделать. Итак, красочку мы приготовили. Теперь мы должны выбрать место. Есть некоторые законы композиции, которые не стоит нарушать. То есть не делать в центре, не делать два объекта слишком близко, не делать два объекта равными и так далее. Их много всяких законов. Их, кстати, можно нарушать. Для того законы и писаны, чтобы их нарушать. Но иногда законы композиции помогают правильно воспринять образ. Если мы хотим, чтобы зритель увидел образ какого-то океана, какого-то розового неба, каких-то туч вверху, здесь как будто бы где-то вдалеке идет дождь, то мы должны подтолкнуть зрителя к этому, чтобы он это все правильно воспринял. Мы видим какой-то темный объект вот здесь у нас есть. Он похож на то ли лодку, то ли, может быть, какое-то животное под водой делает такую тень. То есть, если у нас здесь объект есть,
то тогда нам нужно располагать другой объект в противоположной стороне. И по размерам он должен быть гораздо меньше вот этого объекта. Поэтому тычок мы будем делать где-то вот здесь. Теперь по удаленности. Если это парус, и так, чтобы нам не детализироваться в лодку, которая держит этот парус, то этот парус нужно сделать так далеко, что мы видим только парус, а лодку не видим. Поэтому это будет довольно маленький тычок, такой в виде какого-то конуса, в виде какого-то треугольничка острого, который выдает нам парус. Вот у нас для этого есть специальный такой шпатель маленький, который мы сейчас и используем. Итак, у нас серо-розово-белый цвет. Я волнуюсь, потому что здесь можно сделать только один раз, иначе потом все нужно будет переделывать. Вот я набрал немножко краски. Вот я подношу эту краску к невысохшему морю и пробую делать такой маленький пучок. Почему я беру паузу? Потому что нужно отходить. Нужно обязательно отходить и смотреть на картину издалека. Казалось бы, вблизи все нормально, но когда отходишь издалека, появляются какие-то моменты, которые не видно вблизи. Вот я увидел здесь небольшой такой моментик, который у нас скрадывает верхнюю часть паруса на фоне розового неба, потому что она как бы сильно серенькая, и поэтому она скрадывается. Парус на фоне линии моря хорошо виден, а на фоне неба нет. Поэтому мы сейчас возьмем чуть-чуть чистой белой краски. Вот буквально на носик ее буквально чуть-чуть возьму. И мы попробуем этот верхний конус чуть-чуть его выбелить. О! Вот так мы его выбелили.
теперь у нас есть капушка. Нужно поставить вот сюда. Тут маленькая капушка. Так. И чуть-чуть ее срезать. Вот так. Ну все, теперь более-менее верхняя часть паруса, она как бы более освещена. Мы туда добавили беленького, она у нас видна. Нижняя часть паруса немножечко менее освещена, она такая серенькая. Мне кажется, сейчас этот парус более-менее гармонично вписывается и привлекает внимание. Как странно, когда вот композиция без какой-то детали, взгляд по ней расплывается, рассеивается, и как бы человеческому восприятию трудно принять этот образ, трудно его с чем-то ассоциировать. А когда появляется какая-то маленькая деталюшка, вот типа вот этого невнятного такого паруса, совершенно не детализированного, то уже совершенно по-другому оно все выстраивается, и уже наше восприятие изображения идет не вокруг вот так вот, а идет из центра и расплывается сюда, создавая свою картину, которую мозг выстроил. А мозг выстраивает только то, что он когда-то видел, где-то видел. Потому что то, что он не знает, он не может его восприять. Почему вот искусство абстракции такое интересное? Потому что мозг не может сложить какие-то детали, форму, цвет там, и так далее. Пока не влепится что-нибудь, пока человек не начнет разглядывать там какие-то образы. Там, ну, в первую очередь, конечно, видно лицо, в вторую очередь это силуэт человека, ну и в третью там какие-то другие объекты. Так и здесь тоже. Если у нас есть какая-то такая перспектива дальняя, горизонт, то всегда это или море, или это какая-то суша. Если это, значит, какой-то белый треугольничек маленький, значит, скорее всего, это море. Если там это деревья, там домики, тогда это суша. Вот. Я сейчас еще немножко подумаю, еще раз отойду, посмотрю. Но мне кажется, уже довольно интересно. Ну что, я долго смотрел, всматривался, принимал этот образ, и картина всматривалась в меня, смотрела, кто я, что я, зачем я ее нарисовал. Ну, вроде бы произошел такой диалог, и вроде бы она мне рассказала, что там нарисовано, что она несет. Вот. Я с ней познакомился, и мы с ней подружились. Вот это, наверное, является как бы конечным итогом написания картины, когда художник всматривается в образ, а образ всматривается в художника, и они вдруг нашли общий язык и подружились. В этом случае художник, он как, не знаю, как творец какой-то, вот он творит какой-то мир, а мир, он не просто так, он не что-то такое бездумное или бессердечное, а мир сам тоже видит, какой он создан, какой он, и смотрит на своего Творца, и когда у них происходит такое взаимопонимание, когда у них происходит гармония, Творец считает, что мир закончен, и мир считает, что он такой должен быть. Ну, всего хорошего, пока.